Non mai che nell'inverno. Всем привет, с вами онлайн Синк, и сегодня мы поговорим про свободу в процессе пения, как побороть волнение и так далее. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и мы начинаем. Самое первое. Люди все разные. Кто-то по темпераменту очень такой экспрессивный, ему просто выдавать энергетику. Кто-то более скрыт в себе, интроверт, много анализирует, думает, не хочет все делать на показ. Но и те виды людей встречаются в вокале. Просто каждый для себя находит что-то свое, но адаптируются все по-разному. Если экстраверту просто выдавать голос на вокале, то интроверту будет сложнее, но тут разные плюсы и разные минусы. Об этом в другом видео. Сейчас мы говорим про волнение. Волнение бывает разное. От того момента, как ты думаешь пойти на вокал и пришел на первый урок по вокалу, до того, как ты выходишь на сцену и готовишься к выступлению. Вот уже у тебя, скажем, 5 минут до выступления осталось. Разберем первый вариант, если боитесь идти на вокал и думаете, а может я плохо спою, что-то не получится. Конечно, это первый урок по вокалу и точно что-то не получится. Вы приходите, чтобы научиться петь. Если бы все умели петь, никто бы не занимался вокалом и не приходил бы, не спотыкался. В общем, простой пример. Если бы ребенок не ходил и падал, не ходил и падал, он бы не научился в конце концов ходить. Он пробует, он учится. И здесь то же самое. Ошибаться нормально, особенно на этапе обучения. Более того, ошибаться нужно, чтобы понимать свою ошибку, ее искоренять, понимать, как с ней взаимодействовать, и потом уже не спотыкаться об этом в будущем. Так что это очень важно и хорошо. Ладно, с этим мы разобрались. Кстати, важная штука. Если на уроке с педагогом вам дискомфортно, и у вас какое-то постоянно с ним волнение, у вас нету спокойствия на уроке из-за педагога, значит, что-то не так, педагогу нужно обязательно менять. Такое бывает, я сам часто встречал, что педагог на уроке себя ведет неподобающе. То есть разные типы педагогов. Кто-то требует от тебя, давай, ты плохо спел, еще, ты там, в общем, плохой такой, плохо делаешь. Это работает, понятно, не с всеми, метод кнута, что так все плохо, плохо, и ты такой на сопротивлении начинаешь работать. Нет, это не со всеми, кто-то может. И я понимаю, что здесь воспитание может быть основано на такой более спортивной психологической методике, когда все через такое сопротивление происходит. Но я считаю, что голос себя чувствует хорошо и функционирует более круто, когда на уроке доверительные отношения и нету вот этого постоянного напряжения, что «Ой, а я что-то сделаю сейчас не так» или «Ой, я сейчас тебе докажу». Все можно объяснить и показать спокойно, указать на ошибки, сказать, как их исправить, и все будет хорошо. В общем, следите за тем, чтобы педагог был к вам внимателен и ему можно было себя доверить. Теперь о волнении перед выступлением. Если вы долго тренировали свои песни, все там огрехи знаете, как исправлять на ходу, в общем, вы все подводные камни там нашли и с ними умеете работать, то это снимает большую часть напряжения перед выступлением. Если же все равно оно есть, оно так или иначе будет, это здоровая реакция организма, такой мандраж может даже помочь сделать исполнение более эмоциональным, более душевным, трогательным. Единственное, главное, не перестараться. Так вот, если это ощущение у вас зародилось перед выступлением, то я советую понижать свои обороты через дыхание. То есть мы начинаем более размеренно, глубоко и в одном ритме медленно дышать. В общем, такая своеобразная медитация. Даем понять телу через дыхание, что мы контролируем ситуацию и все хорошо. А полное глубокое дыхание дает нам ощущение спокойствия. Да, когда вы выйдете на сцену, все равно начнется легкий мандраж. Ну, первые, скажем, 2 минуты, потом уже будет намного легче, будете себя чувствовать на сцене как дома. Подышав перед выступлением абсолютно спокойно, спокойно, спокойно до самого воспроизведения песни, вы уже не так сильно
всполошитесь на самой сцене, и вам будет проще контролировать свой голос. А что может быть хуже, когда ты вышел на сцену, и у тебя от волнения вообще начало закрываться, отключилось дыхание, когда у тебя вот такое состояние. В общем, дышим очень медитативно, медленно и глубоко. Примерно так. И последний совет, если вы очень сильно волнуетесь и ничего не помогает. Вы хорошо подготовились, вы и дышали очень глубоко, хорошо, медленно, но все равно волнение, волнение, волнение. Как это исправить? Я подскажу, как поступаю я. Если у меня начинается такой сильный мандраж, и, предположим, за 2 часа до выступления, за час до выступления, за 5 минут до выступления, я просто понимаю, что я уже скоро выйду, и через час я просто буду уже сидеть и пить вкусный чаек. Вообще не думать о этой ситуации в таком вот напряженном стрессовом виде. То есть переносим свою концентрацию в будущее на то, как мы себя поощрим после выступления. И что бы ни случилось, плохо или хорошо бы мы спели, мы все равно через час будем сидеть и пить чаек или кушать что-то вкусное, смотреть сериал. Не знаю, какое поощрение вы себе придумаете. Так что всем удачи на вокале. Приходите на онлайн-оффлайн уроки. Всем спасибо. С вами был онлайн Синг.